здесь, если приложить немножко смекалки, можно понять, что это был кабинет украинской мовы и литературы. Украинского языка и литературы кабинет. Ну, здесь тоже что-то жгли, видно, попивая пивко «Десант». Леся Українка, Иван Нечуй Левицкий. Диктанты, вот тетрадочки разложены, смотрите. И книги свалены в кучу. Много книг, вот. Грустно на это смотреть, но нет возможности сейчас там ковыряться и их расставлять. Возможно, это дело нашего будущего. Возможно, мы сюда еще вернемся и немножко приведем в порядок это место. Вот какой стенд. Это для, санитарные, различные виды первой медицинской помощи. Вот карантин, действия при бактериальном заражении, специальная подготовка санитарных дружинниц. Вот, кстати, смотрите, сигналы оповещения гражданской обороны и действия по ним. Вот что-то вроде стенгазеты. Вот, кстати, насчет пропаганды. Кабинет политического информирования. Говоря современным языком, но это кабинет пропаганды. То есть здесь рассказывалось о достижениях партии, коммунизма, о правильном взгляде на мир с точки зрения коммунизма и так далее и тому подобное. Причем цитаты еще и на немецком языке. Вот, кстати, видите, Ленин рассказывает рабочим здесь. Потом он рассказывает рабочим здесь. Ленин с моряками. Еще где-нибудь Ленин, да? Нет, это не Ленин. Это, видимо, выгоняют из зала заседаний эсеров. Это была такая партия. Ну, мне почему-то кажется, что это изображает данный исторический момент. Да, потом... Сначала, коммунисты с эсерами дружили, а потом перестали дружить и всех перестреляли. Коммунисты вообще быстро всех перестреляли, на самом деле. То есть и анархистов тоже. Сначала они дружили с анархистами, потом перестреляли анархистов. Вот, в том числе и батьку Махно, кстати. Вот опять Ленин уже вещает перед рабочими. Обратите внимание, куточек комсомольской группы «Монолит». Кто играл в «Сталкер», тот сразу поймет, о чем речь, когда произносится слово «монолит». Кстати, друзья, видите, на чердак кто-то пытался залезть. Ну, я уверен, что залазил. Я вот сейчас пока в размышлениях. Интересно мне то, что там находится наверху, на чердаке, или нет? Мне кажется, что там нифига нет. Как думаете вы? Вот напишите пока свои мысли в комментариях, а чуть позже мы туда залезем. А вот кабинет русского языка и литературы. Это видно сразу. Вот изображение различных русских писателей и классиков. Гоголь, Белинский, Некрасов, Толстой, Горький. Горький, естественно, в рубахе, как мужик. Ну, Горький такой был чувак, он много путешествовал по просторам России матушки. Вот, и, у него, собственно, во многом это и отражено в его рассказах. Боже, их тут миллионы, все валяются на полу. Ну, это все. Это я сейчас, если заведусь, я просто очень люблю литературу. Я с детства очень много читал. Я в 4 классе читал программу для 10 класса, понимаете? Уже на тот момент. Поэтому я, когда вижу вот такое вот, что тут творится в кабинете литературы, у меня... Это отдельная история. Это как-то уже прям сильно близко. То есть в других кабинетах меня это беспокоит. Но здесь, когда я вижу вот это вот все, понимаете? Здесь это прям меня за живое берет, короче. Не могу понять, класс чего это был. Вот, может, вам придет на ум? А ну вот скажите мне. Вот что бы это могло быть?
комната, наверное, ну чего? Я не могу что-то придумать. Может, я еще не до конца проснулся, братцы, у меня голова еще не варит. Если вы уже проснулись, может, вы придумаете и напишите в комментариях, что это могло быть что это мог быть за класс. Вот такой вот шкаф, в нем куча всего. А ну, глянем одним глазком, что это у нас. Пожалуйста, это по русскому языку. Вот такие вот карточки. Кстати, вот стоит глобус. Как вы думаете, для чего он здесь стоит? Вот я думаю, знаете для чего? Чтобы разгоняться по нему и бить. То есть его поставили сюда именно для этих целей. Собственно, вот что мы и видим. Видимо, по этой стороне его уже били. С такой вот подставки, чтобы бить. Очень дебильная затея, по-моему. Я его уберу. Поставлю, пускай хотя бы просто стоит на столе. И не возбуждает таких желаний в других посетителях. Усохшее деревце. А вот, кстати, ботаника. Какой-то был, это такой класс был. А вот счеты, смотрите, видите, какие счеты. Вообще, обалдеть, братцы, вообще какие счеты. Для обучения азам счета детей. Как будто здесь было, ну, проходили различные предметы. Ну, вот как класс, знаете, не начальное, там есть первых, третьих классов, потом четвертый, восьмой, по-моему, да. Вот с 4 по 8. Мне кажется, что это был вот такой, как, ну, вот именно такой класс. Вот. А те уже более старшие, где мы были, там, где вот география, химия, история, политическая грамотность и вот это вот все. Так. А это уже класс математики. У Лены здесь фотосессия. Причем она фоткает. Сейчас покажу вам, что она фоткает. Вы сильно приколитесь. Вот видите, такой перевернутый стенд. На нем написано: «Чи знаешь ты формулу?» То есть вот возле каждой формулы есть выключатели. Видите, получается как такая таблица, что ли. И это реально выключатели. Вот. То есть каждой формуле вот здесь соответствует решение здесь. И когда ты нажимаешь, ну, например, вот эту формулу ты нажимаешь, тебе учитель нажимает выключатель, ты должен нажать соответствующее решение. Вот. И тогда загорается лампочка. Лампочек уже, естественно, нет. Лампочки были по центру. Очень интересная задумка. Блин, прям я прям удивлен. Очень круто придумано. Смотрите, а это такой диафильм. Это в проектор вставляли и вот показывали деткам. Использовали в обучении, короче, такие диафильмы. Вот карточки тут тоже разные информационные, математические. Кстати, карточки в отличном состоянии. Вообще суперские. Вот еще такие были диафильмы. А это, смотрите, плакат двигателя внутреннего сгорания. Вообще, дофига просто, очень много. Слава богу, их, по крайней мере, их никто не трогал. И они на своем месте лежат. Согласитесь, братцы, приложить усилий и можно создать, несколько таких классов музеев. Просто вот действительно, вот сделать музей, вот как оно было. Вот многие классы еще сохранились в достаточно хорошем состоянии. Последний класс – это класс специализированного обучения. Ну, я думаю, что здесь же проводились уроки труда. Вот. Почему я думаю, что здесь проводились не только уроки труда, но и изучение различных специальных, ну, типов двигателей, например. Сейчас покажу. Здесь все это видно. Например, вот схема электровоза. Трехфазная система, вот некая. Вот смотрите, схема подводной лодки, кстати. Гидроэлектростанция. Еще по школе разбросаны везде различные плакаты, информационные стенды с типами двигателей.
Блин, а вот это вообще круто. Ну как можно было такое сделать, а? Порвать такие плакаты ценные. Это ж вообще, блин. Вы посмотрите, а? Ну вы посмотрите сюда. Как можно было это сделать? Звездные такие плакаты взять и взорвать. Совершенно безмозглые люди бывают на этой планете. Смотрите, какая шапка. Кстати, как я понимаю, здесь проходили и уроки по физике. Ну вот и учили электрику конкретно. То есть здесь очень много различных электротехнических приборов для обучения. Ну вот, например, такой. Вот. Учили различные типы цепей, учили пайки. Вот, ну вот, например, такой вот обучающий момент. Сейчас мы на световый поставим, чтобы было видно. Вот видите? Это конкретно схема. Множество шкафчиков здесь таких. Вот до самого потолка они. И каждый имеет свое четкое назначение и наименование. Вот видите, электрика, физика и атом. Кстати, я думаю, здесь проходили и уроки по физике. А снизу там у нас что? Угу. Мне интересны вот те вот, которые не порванные. Посмотрите, вот они. Вон их сколько, какая стопка. Нифига себе. Обалдеть. Братцы, вы зацените. Лунные фазы, фазы лунного затмения. Снизу. Так, а это орбиты. Орбиты и движение по орбитам, движение планет. Вон градусы движения. Блин, очень интересные плакаты. А вот смотрите, планеты: Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон, Марс. Знали бы они тогда, что сейчас на Марс мы собираемся уже лететь, там блуждают наши марсоходы, летает вертолет даже небольшой. И собираемся колонизировать мы его. Они бы сильно удивились, я думаю, люди того времени. Ага, это озоносфера. Космические лучи, да, ультрафиолетовые. И как эти лучи проходят, вот радиоволны, как они проходят сквозь атмосферу, сквозь различные слои атмосферы, и как они проходят до Земли. Опять все разрядилось. Я вот пришел, видите, я в кабинете географии тут так разложился, прямо как у себя дома. Сейчас буду заряжаться от хаба, зарядного хаба от квадрокоптера, потому что вообще все разрядилось. А это была учительская. Профсоюзный уголок. В период перехода к коммунизму возрастают возможности воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Классному руководителю стол вот сюда поставили. Сделали такую вот композицию. Не совсем понятно зачем. Может для того, чтобы пробраться туда. Но, видимо, это было очень давно. И если здесь был выход на крышу, он давным-давно сгнил. Если вдруг вы подумали, что это была библиотека, так как здесь есть полки для книг. Нет, это не так. Здесь был кабинет директора. Вот его стол. Информационный уголок. Я думаю, ребята, мы можем со спокойной совестью, так сказать, с чувством выполненного долга отправляться в обратный путь, так как уже без 15:02. А нам нужно еще сегодня зайти в церковь, поубирать там и добраться до правого берега. Вот, так что мы, наверное, будем выдвигаться. Мы полностью обследовали данную школу, побывали во всех ее уголках, но остался последний, и это, конечно же, чердак. Как я и обещал, сейчас мы на него на минуточку взглянем. Так, ребята, вот мы и на чердаке. Выглядит он вот так. Здесь ничегошеньки нет. Он абсолютно пуст.
И здесь так жарковато. Солнце припекает в крышу. Теперь можно с уверенностью сказать, что мы побывали буквально в каждом уголке этой школы. Самое время выдвигаться обратно. Вот так выглядит вход. Он заколочен там изнутри. А вот эта вот будочка, ну, вахтера, наверное. Однако будочка вахтера выглядит не как будочка вахтера, а как будто это библиотека. Как будто здесь была небольшая библиотека. И вот даже остатки книг есть. Вот, кстати, еще один журнал школьный. Видите, здесь 15 учеников в классе. И это журнал 9 класса. Друзья, наши приключения в деревне Машево закончены. Теперь мы идем в деревню Красно. Там у нас есть еще важное дело, а именно уборка в церкви. Сейчас самое время поставить лайк и, конечно же, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Итак, мы уже возле церкви. Сейчас будем делать свою скромную, но очень важную миссию. А еще, конечно же, попьем чайку. Ну что, братцы, мы сделали чайку, немного поели. У нас будет вот такой вот чай. Вот. Его нам дал наш друг Мигель уже во второй раз. Этот чай от него приходит с нами в зону отчуждения, на левый берег именно, в церковь на левом берегу. Кстати, этой церкви в этом году исполнилось 222 года ровно, потому что она 1799 года вот, постройки. То есть ей ровно 222 года в 2021. Китайский чай. Не черный пуэр, как в прошлый раз, это зеленый чай. Мы едим у нас на обед рис с булгуром, который я приготовил утром. Мы его специально отложили, чтобы им пообедать, чтобы потом 2 раза не готовить, так как мы ограничены во времени. Так, братцы, вот такой вот чаек у нас. Распаковываем. Значит, он запакован еще в один кулечек. Да, это зеленый чай. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Знаете, братцы, такой чай очень вкусный. Ни в коем случае такой чай, конечно, нельзя пить с сахаром. Как только он попадает на язык, кстати, вот у меня лично ощущение, как будто он уже чуть-чуть сладкий такой. Вот. Ну, конечно, там никакого сахара нет, просто такой сорт. Смотрите, братцы, какой фигачит дождь. И при этом солнце. Я поставил кастрюлю, набрать еще воды, еще сделать заварочку чая. Вот, чтобы не идти в колодец, потому что сейчас под дождем это было бы очень неудобно. Такой ливень фигачит, и при этом солнце. С одной стороны, вот, небо затянутое, черное, а с другой стороны, тут же, пожалуйста вам, солнышко. Мистика, мистика. Причем эта вся история началась, как только мы сюда пришли. Вот мы пришли сюда, то есть мы пока шли, тоже оно гремело, чуть-чуть покапало. Но вот когда мы пришли сюда, началось именно вот по-настоящему все как бы. Вот реально в тот момент, когда мы зашли, начался настоящий гром, начало лить. Как будто вот все продумано до мелочей в зоне, понимаете? Все взаимосвязано. Давай. Дождь закончился, я иду в школу, которая тут же неподалеку. Это уже не просто школа, это уже школа-музей. Сейчас посмотрим, как он выглядит сегодня. Ну, я думаю, точно так же, как и вчера, каким мы его оставили. За день
Я не думаю, что что-то могло измениться за один день. А зачем я туда иду? Вообще иду я туда за веником вторым. Потому что в церкви оказалось до хрена мусора. Просто очень много. И одного веника нам не хватит. Мы поняли это. Вот, надо второй веник. И в этой связи я даже не уверен, что у нас хватит времени побелить стену. Блин, вот просто может тупо не хватить времени. Это, конечно, печально. Я пойду, наверное, другой дорогой. Это долго обходить. Это, конечно, печально, но это так. И мы сделаем это уже в следующий раз. Причем нам показалось, что с момента нашей последней уборки здесь никто особо и не убирал ничего. Вот, потому что мусора, ну просто, блин, ну просто много. Вот реально много. Церковь, конечно, очень красивая вообще. Даже не верится, что здесь, вот в дебрях зоны, есть такое чудо. В дебрях, в чащах, в джунглях, понимаете? Чудо, которому 222 года. Вот, видите, дерево, оно преграждало вчера дорогу, я показывал. Если не смотрели это видео, то посмотрите. А теперь его попилили. Вот сегодня в Машево приезжал патруль. И ну вот, чтобы проехать, они спилили ветки на этом дереве. Так, в школу нам сюда. Итак, веник взят. Лена уже вся в процессе уборки. Я к ней присоединяюсь. Братцы, уборка сделана, чай выпит. Теперь самое время отправляться обратно, домой, в город Припять и отдыхать, потому что устали мы нормально. А ты, мой друг, оставайся с нами и не забудь поставить лайк. Отправляемся обратно на правый берег. Сейчас у нас задача до темноты успеть перейти на правый берег. На самом деле уже 6:30, братцы. И нам реально сейчас надо со всех ног успевать дойти до моста. Я думаю, задача это будет не из легких, учитывая, что мы изрядно устали за последние пару дней. У нас была масса приключений. У нас была масса всевозможной активности. Мы прошли очень много, излазили очень много. Хух. Теперь у нас последний рывок домой. Выходим из села Красно. И вот за моей спиной, вот за этой крышей домика, вот видите, угадываются некие полусгоревшие развалины. Когда мы заходили в Красно, я уже акцентировал внимание на этих развалинах. А почему? Потому что еще год назад они развалинами не являлись. Вот. А были полноценным домом, сталкерской впиской, причем не на чердаке, а в самом доме. И мы там ночевали. Если вы, братцы, не видели этот видос, наш трип прошлогодний на левый берег, обязательно посмотрите. Вот. И там будет этот дом. Видите, какая штука, история. Вот. Наверное, печка. Печка. И вот, да, ты понимаешь, Лена, я вот первая мысль была, что его реально, специально сожгли. Вот. Но возможно, это
просто кто-то, ну там, ночевал и не очень аккуратно обращался с огнем. Все что угодно может быть. Суть не в этом. Суть в том, что сейчас этого места уже не существует, но если вы хотите увидеть, каким оно было, во всех подробностях, увидеть нашу ночевку в этом месте, посмотрите предыдущий поход на левый берег. Ссылку я оставлю в описании. Мы включаем просто космическую скорость в такие моменты. Тут, понимаете, нету солнца, все в тени, влажность, еще и дождь прошел. И все, комары идут в разнос, когда слышат запах свежего мяса и свежей крови. Сейчас быстрее бы выйти хоть на какое-то место, ну как бы более или менее солнечное. Вот, потому что это трэш. Итак, мы подошли к переезду на Зимовище. И теперь у нас финишная прямая до моста. Нам очень важно до него дойти как можно быстрее, потому что солнце неуклонно садится. А нам еще нужно перейти мост и дойти до дома. А это тоже путь не близкий. Итак, братцы, на этой оптимистической ноте, я думаю, мы закончим, потому что все мои девайсы безбожно разрядились. И я боюсь, что они выключатся, а мы даже не успеем с вами попрощаться. Это было очень яркое путешествие с массой приключений. Спасибо, что были с нами. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч! У нас опять миссия невыполнима. Надо успеть до момента, пока будет ехать электричка. Блин. Опасно, братцы, опасно. Что придется спускаться на площадку на колонне и там прятаться. Звук, звук, звук. Ну так это значит, просто мы ее не видим, она вдали, но она едет. Походу едет электричка с Чернобыля. Пипец. Пипец.